пошло. Пошло в Москву. Регионы получают херню. Понятно, много мы слушали этих экономистов, политиков, все, но если бы вот как всегда, понимаешь, вот если, понятно, вот там Сахалин, Саха, вот это Якутия, все, она там богата, все. Если они отрубятся, вот, они заживут, как не знаю кто. Но при условии, что там будет руководитель, а не вор очередной. Даже самая Бурятия. Я как почитал за Бурятию, казалось бы, ну там вот смотришь, голая степь. Я как почитал за Бурятию, 3600 тонн золота, или 3000, или 3 тонны 600 килограмм. Не буду врать. Но цифра меня поразила. Золото за год они добывают. И все остальные, там много каких-то редкоземельных, у них там есть именно что только вот у них основная масса. Я бы никогда не сказал про Бурятию. Слушай, это же все уходит туда. Федеральный бюджет, а оттуда потом уже какую-то часть. А также все туда идет. Но проблема в том, что там вот только если, допустим, предположить, что буряты только отсоединятся, все, русских, там начнется война с русскими. То же самое в Дагестане, на вот этот шовинизм на национальной почве, там все. Сейчас в этой той же Бурятии, чтобы русский по национальности занял какую-то должность, нереально. Так это сейчас они в составе федерации. А если их только выдернут, блин, оттуда, или они сами решат отсоединиться, все. Россияне оттуда вылетят сразу. Ну а теперь еще самый главный прикол. Что-то мы там разговорились. Ну да, опять же, там, ты такая, вот такой. Ты знаешь, где Бурятия, где Волгоград. Я говорю, ну я знаю, что вот в Бурятии, буряты живут в Бурятии. Калмыки живут в Калмыкии. Дагестанцы живут в Дагестане. Татары живут в Татарстане. Там чуваши и так далее, мордва и это, да. Вот, я говорю, а где живут русские? Я говорю, у тебя нет страны в составе федерации, у тебя нет страны, нет границ твоей страны. Она, такой страны русских нет. Я говорю, ну понятно, что нету. Нет ни границ, я говорю, ты не существуешь, ты фикция, я говорю, ты фантазия. Все. Сейчас собирают материал, чтобы мне ответить. Они же мне там все про границы, про это, границы Украины, туда-сюда. Я говорю, ну вот, а где русские живут? Где страна русских? Все, сейчас вот, сейчас ждем. Там, ну, сейчас будут отводить это, все. Все. Ну, по сути-то нету. Так, где? То есть это федерация, понятно. Российская Федерация, которая состоит из... Правильно, потому что это федерация. Да, но у каждой... Это не страна, это федерация. Да, в каждой федерации есть свой этот внутренний этот, из которых она состоит, да. Субъект. Вот, там, вот Татарстан это субъект, Киргизия субъект, Киргизия не с ними, там Калмыкия, дагестанцы, там все вот это вот, Кабардино-Балкария, это они в составе этот, как его, с ними. Вот. А они-то где в этой федерации? Они где именно? Ну вот понятно, вот на границе вот начинается Санкт-Петербург, Финляндия, там, да, вот Псков, там с Белоруссией, и все. А где заканчивается? И как это называется? Оно же не называется никак. Ну, если Ленинград, а он в чем находится? В каком субъекте федерации? И в каком? Это пипец. Нам надо идти в политику, Оксана. Я, наверное, мишлинский этот ресторан оставлю. Бонечка будет председателем парламента. Я буду руководителем движения, а ты там будешь управляющим по делам там чего-нибудь. Ни хрена себе, расстояние между форумом 50 метров. Уже все, уже пишем. Уже прочувствовали, уже написали мне. Да? Уже прочувствовали, что мы шведы. Уже подготовились. Уже айфоны уже в детском садике выдают. А что ты не написал, что ты мне сережки за 200 евро купил? У меня в ушах 200 евро, а ей на куртку надо пахать. Да не надо ей, ой. Если я начну... Это же все фейк. Конечно.
Все фейки. Здесь и стеклянная проволока. Ну да. И проволока, и стекло. Фейк. Солнышко, ты, наверное, не знала, да? А? Твои сережки Что, Сереж? по-моему, 600 евро. Я что платил? 16 тысяч. Ну, ну, на 25 раздели. Это больше, чем 600 евро, чем 200. Что ты мелешь? Ну, 16 тысяч раздели на 25. 25 1 евро раздели. Ну, 500 это 12,5. Ага, точно. Ну, тем более. Ты зачем меня так низко опускаешь? Я теперь твои уши охранять буду теперь. Бонифаций жить. А это Так, Штутгарт, Зальцбург. Нам не по пути.